Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Кто хотя бы один раз вязал из хлопка, всегда сталкивается с проблемой, что он плохо держит резинку. Поэтому край работы получается подвижным, и приходится делать какие-либо дополнительные действия, например, обвязывать крючком или по краю проходить резиночкой незаметной, чтобы достичь в дальнейшем край или там горловина, чтобы не вытягивалась. Я, чтобы избежать этой проблемы, край работы всегда набираю с помощью крючка. Вот здесь я начала вязать себе пуловер. Это пряжа 100% хлопок. И перешла, уже хочу показать на готовой, что горловина не вытягивается, прекрасно держит свою форму. И мне уже не придется после того, как я закончу всю работу, выполнять какие-либо другие действия. Как я это делаю? Нам с вами потребуется крючок размером такой же, как и спицы. Вот если у меня спица троечка, значит и крючок троечка. Если, конечно, вы хотите, чтобы край был маленечко потуже, то крючок можно взять немного поменьше. Например, там или вот 2,75 или 2,5. А уже после того, как вы свяжете горловину, уже перейти на спицы какого-либо другого размера. Я беру крючок, беру ниточки и набираю цепочку из воздушных петелек. Набираем такое же количество, как нам надо с вами. Я вот здесь наберу небольшое количество. И с помощью крючка мы набираем эту цепочку. Набрали. И уже теперь нам с вами крючок уже будет не нужен. Мы теперь уже берем наши спицы. Первую петельку одеваем на спицу. Пропускаем одну петлю. И во вторую петельку от спицы по краешку начинаем набирать наши петельки. Этот край хорошо тем, что с помощью крючка, когда набираешь, не надо определяться с размером ниточки, когда вот при наборе кончик оставляешь. Вот. Я набрала, и такой наборный край у меня получился. И уже я продолжаю вязать дальше по своему рисунку. Вот здесь у меня, например, горловина связана платочной вязкой, поэтому я первую петельку снимаю и все следующие петельки провязываю лицевыми. Последние изнаночные. Работу поворачиваю и продолжаю вязать лицевыми петельками необходимое мне количество рядов для того или иного изделия. Сейчас я еще один ряд провяжу и покажу, что у нас с вами получится. Но хочу сразу же уточнить, если вы будете вязать работу в круг, по кругу, вот как, например, в данном случае у меня горловина связана, у меня кофточка связана от горловины сверху вниз, поэтому после того, как мы замкнули нашу работу в круг, при круговом вязании, чтобы получилась платочная вязка, идет уже чередование одного лицевого, одного изнаночного ряда. Поэтому, когда мы замыкаем в круг, первый ряд мы провязываем изнаночным рядом. А уже следующий идет лицевой, и уже начинаем чередовать. Один лицевой, один изнаночный. Вот я провязала
несколько рядов. И вот смотрите, какой край у нас получился. Он не вытягивается и хорошо держит свою форму. Вот один из способов, как избежать того, чтобы при вязании нам не потребовалась дальнейшая обработка горловины. Вот поэтому буду рада, если мой совет вам понравится и вы будете использовать ее в своих работах. Легких вам петелек и всего-всего самого доброго. До свидания, мои дорогие. До новых встреч.